Здравствуйте, дорогие подписчики и телезрители. Приветствую всех на своем канале Сергея Букура. Сегодня в этом видео я хотел бы рассказать о том, как я отличаю самцов и самок у японских М1. Какие, расскажу, методы существуют, какими методами я пользуюсь. Ну и методы еще, которые вообще бывают. На данном этапе сейчас вот я посадил самца и самку, и вот он начинает проявлять себя к ней. Это как бы один из методов. Значит, как я говорил в прошлом видео, вкратце расскажу. Значит, рассаживаем М1 по отдельным клеткам, даем им отсидеться 3-4 дня, чтобы они успокоились, и начинаем подсаживать то ли самок, то ли самцов. Вот. А которые самцы себя начинают проявлять, значит, их отсаживаем в отдельную клетку и дальше наблюдаем. Значит, по поводу того, чтобы быстро отличить их поймать из клетки, желательно использовать кольцевание. Сейчас я покажу, каким способом примерно я кольцую. Это будет потом дальше в других видео. Я расскажу подробнее. Так, сейчас я поймаю одну. Либо можно таким способом, на одной ноге какой-нибудь цвет кольца. В общем, тут вариаций может быть очень немного, поэтому тут все надо записывать, чтобы было потом легче определять. Для лучшего метода определения, значит, лучше, чтобы эта птица была уже в данной клетке, находилась там 3-4 дня, чтобы она адаптировалась, и потом потихоньку подсаживать самок и самцов и смотреть. Значит, есть такие особенности небольшие. Значит, самка может залезть и на самца, может и на самку залезть. Тут как бы бывают такие ситуации. Я еще раз повторюсь, значит, если лучше это делать, когда птица кольцованная, тогда вам легче будет отделять, записывать, ну и так далее. Определили самца, значит, откидывайте его в отдельную клетку, и пускай они там сидят, и до тех пор, пока не выявите всех самцов. Значит, еще один такой нюанс маленький. Значит, есть, так сказать, слабые самцы, которые сидят в одной клетке и могут они не распеваться. Если вы отделите вот этого самца, который сильно проявлял себя, значит, тот, который послабже, он через время начнет атаковать. Здесь самца, чтобы выявить, он поет такие продолжительные трели, и он надувается. Надувается, в размере становится больше. В общем, там как бы особенностей его определить нету. Надо просто посидеть и понаблюдать.
там, 20 минут, 30. Они очень хорошо проявляют себя вот в утреннее время и вечернее время. Это вот у них идет. В обед они как-то вот мало активные. Вот как на данном примере сейчас самец заигрывает, пытается. Все, это стопроцентный самец. Еще один из признаков распознавания М1 у самцов и самок — это по черте клюва и глаз. Значит, если линия проходит от клюва, вот как вот здесь, вот эта линия, она проходит на уровне глаз, значит, это будет у нас девочка. Если линия проходит ниже глаза, это будет самец. Это один из показателей того, что самец либо самка. Картинку вы увидите справа на видео в верхнем углу. Дальше следующий фактор определения М1 — это по как бы переходу, как у волнистых вот попугаев на восковице, между переходом клюва к колбу. То есть сейчас попробую показать. Значит, вот эта вот черта, вот она. Если будет здесь V-образная часть, английская буква В, значит, это будет девочка. Если будет она полукругом, вот здесь будет полукруг, это будет мальчик. Вот, это еще один из показателей. Дальше, если мы берем птицу вот таким образом, допустим, и если он хвост распушит, это один из показателей, что это самка. Если вот в данном случае это у нас вот хвост, он вместе стоит, это показатель как бы самца. Еще бывает при проверке показатель один. Когда вот в таком случае берем птицу, вот. Бывают самки при проверке, они вот этот хвост они опускают вниз. Это как бы один и тоже из показателей. Еще бывает дуют в это место, вот как канареек, определяют там пол самок, самцов. Вот, ну, я как бы этим еще не владею, поэтому тут нужен большой опыт и проверок. Еще один немаловажный метод, который я определяю М1 и другую птицу, это, как бы его называть так правильно, способ определения маятником, назовем его так. Вот. Но я сразу хочу сказать, что некоторым людям этот метод как бы не нравится, они в нем не уверены, вот, и как бы не верят в него. Ну, у меня этот данный метод прижился. Я пробовал и на М1 изначально, и на Карелах пробовал, и на неразлучниках пробовал.
Ну, в общем, на тех, у которых половой диморфизм мало выражен. Вот. И делал определенные как бы записи по поводу того, что я выявил. Ну, у меня получилось как бы так 90% я угадывал нормально, в общем. И поэтому мне он понравился. Если кто-то как бы не верит в это дело, можете сами на своем опыте попробовать это. Я попробую его показать, этот метод, если сейчас получится. А там как бы вам решать, устраивает вас или нет. Значит, суть данного метода заключается в том, что там берется нитка, ну, сантиметров, не знаю, 20, там, 30, как вам удобно. Вот. Наконец, привязывается либо алюминиевая, либо медная проволока. Но у меня медная проволока. Буквально там сантиметр сгибается вдвое и подвязывается на нитку. И как бы все. Значит, я когда там буду это все дело попробую сейчас снять, сбоку это видео будет в правом углу. И значит, вкратце я расскажу о том, ну, как, что показывает, что не показывает он. Значит, переворачиваем птицу, берем в руки, переворачиваем ее на, ну, чтобы животом была она кверху. И в районе там, где вот кости у них, где вот яйцо выходит, в этом районе наводим этот маятник и, значит, подводим его и смотрим, как он начинает двигаться. Если он двигается относительно тела вперед-назад, значит, это будет самец по определению. Если он движется кругом, то это будут самки. Ну, еще такой нюанс есть. Там птицы некоторые, у них оно бывает не показывает. Ну, долго приходится ждать, пока оно начнет проявляться. Ну, как бы это переживать незачем. Можно перевернуть ее либо на спину, либо на живот. Ну, как удобно. Я сейчас покажу эти методы, попробую. А там будете сами решать. Вот он такой маятник выглядит, вот типа так у меня. Вот. Если он будет ходить кругом, вот так вот. Ну, тут на видео плохо видно. Значит, это самец. Ой, самка. Если он будет вот так ходить, что это самец? Ну, сейчас на данном примере посмотрим. Берем птицу вот так. Либо вот так. Начинаем проверять. Вот он начал двигаться уже. Это самец. Если вы сомневаетесь в какое-то действие, переверните птицу вот так. Вот, кстати, один из даже методов, тех, которых я рассказывал, у самца хвост вместе стоит, он не распушается. Можно таким способом.
Ну, опять он двигается поперек тела. Возьмем самку. Я знаю, что она уже самка. Сейчас посмотрим, что тут. Вот, кругом начала ходить. В общем, такими методами я пользуюсь при определении пола, поэтому мне эти методы какие понравились, какие не понравились. В общем, я постарался вам довести то, что я знаю, то, что пробовал, а решать уже вам самим. На этом этапе, наверное, будем заканчивать видео. Значит, если вам все понравилось, пишите в комментариях, делитесь с друзьями в соцсетях и подписывайтесь на канал. Будем продолжать дальше, обмениваться опытом. Всем спасибо, всем удачи.